Начальник партии, опытный таежник Андрей Петрович лениво помешивал угли, когда из густой, почти осязаемой темноты за границей света внезапно проступил массивный силуэт, заставивший людей мгновенно забыть о сне и нащупать рукояти карабинов. К костру медленно, тяжело переваливаясь с боку на бок, выходила огромная медведица, чья шерсть в свете огня лоснилась от влаги, но в ее движениях не было и тени привычной агрессии или охотничьего азарта. «Петрович, не стреляй, посмотри на нее. Она же едва на лапах стоит, и, кажется, она не одна», — прошептал молодой геолог Дима, указывая на странный грязный сверток, который медведица бережно держала в пасти. Зверь остановился всего в 3 метрах от огня, тяжело вздохнул и, аккуратно опустив свою ношу на мягкий мох, прямо у ног онемевших от изумления людей, сделала шаг назад, припадая к земле в позе смирения и отчаяния. Когда Петрович, переборов инстинктивный страх, осторожно развернул старый, пропитанный запахом солярки и крови, брезентовый плащ, он почувствовал, как внутри него все похолодело. Внутри лежал крошечный медвежонок, чья задняя лапа была раздроблена тяжелым стальным капканом, который явно не принадлежал обычному охотнику. Это не просто рана, Дима, это почерк черных заготовителей, которые ставят ловушки прямо на тропах к водопою, и если медведица пришла к нам, значит, те, кто это сделал, уже дышат ей в спину, — хрипло произнес начальник, глядя в умные, полные нечеловеческой боли глаза матери. Медведица пришла к костру не за едой и не из любопытства. Она, великий и грозный хозяин леса, осознала, что против человека с современным тепловизором и вертолетом ее когти и клыки бессильны, и единственной надеждой на спасение ее ребенка стали другие люди, чья совесть еще не была выжжена жаждой наживы. Спустя час, когда геологи уже заканчивали накладывать шину на крошечную лапу, в тишине леса раздался далекий, но отчетливый рокот мощного вездеходного двигателя, и медведица мгновенно подняла голову, издав глухое вибрирующее рычание, в котором слышалась просьба о защите. Этой ночью геологам пришлось встать живым щитом между израненным зверем и бандой браконьеров, которые привыкли, что в тайге нет законов, но вид 3 вооруженных мужчин и разъяренной матери, стоящей за их спинами, заставил негодяев повернуть назад. Утром, когда первые лучи солнца пробились сквозь кроны кедров, медведица бережно подхватила своего спасенного детеныша и, прежде чем исчезнуть в зарослях, на мгновение обернулась, оставив людям понимание того, что самый страшный враг в лесу — это не зверь, а человек, потерявший человечность. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.